Чем ближе запланированные выборы в республиках Донбасса, тем громче верещит Украина и ее западные спонсоры. Мол, волеизъявление незаконное, потому что не предусмотрено Минскими соглашениями. На это Россия гнет свою линию, от которой отступать не собирается. Дипломатические пикировки между Западом и Россией по мере приближения 11 ноября нарастают. Вот из недавнего. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдикс считает, что назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса не соответствуют ни духу, ни букве Минских соглашений. ОБСЕ, напомню, это та самая организация слепо-глухонемых наблюдателей, которые все никак не могут заметить, что ВСУ постоянно нарушают перемирие. В ответ на выпады со стороны этой организации и других западных структур российский представитель подчеркнул, что выборы законно. Выборы глав самопровозглашенных республик в Донбассе не противоречат Минским соглашениям, так как в них идет речь только об органах местного самоуправления, заявил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он отметил, что это не выборы органов местного самоуправления, прописанных в Минских соглашениях, а это выборы глав и народных советов в республиках Донбасса, необходимые для управления территориями, обеспечения повседневной жизни людей в сложившейся ситуации. Не упустил Грызлов и возможности пнуть соевропейцев. Он напомнил, что именно Киев уже более 3 лет затягивает политическое урегулирование конфликта. В общем, ничего нового. Тут стоит заметить лишь, что для подтверждения позиции республик Донбасса, которую разделяет Россия, нужна высокая явка избирателей. Собственно, нам нет совершенно никакой разницы, за кого именно проголосуют жители ДНР и ЛНР. Главное, чтобы пришли. Ведь не секрет, как сильно люди Донбасса устали от этой вялотекущей войны и от общей ситуации неопределенности. Выборы станут шагом в сторону разрешения этой ситуации, совершения изменений. Можно, конечно, выступить с критикой в адрес властей республик, не допустивших до выборов некоторых кандидатов, но по большому счету и это не имеет большого значения. Важно лишь то, чтобы жители обеих республик подтвердили свою решимость строить жизнь по собственному проекту, кардинально отличающемуся от сведомого украинского. Активность людей по трагическим поводам вроде похорон убитого главы ДНР Александра Захарченко показывает, что названная решимость никуда не делась. Помните, сколько было людей на прощании с лидером республики? Теперь же настало время показать такое же единство по гораздо более позитивному поводу. Если жители Донбасса массово явятся на избирательные участки, то они снова ударят по всеевропейским сказкам про российскую оккупацию. А наши дипломаты получат еще один аргумент, которым можно лупить по суссалам партнеров, указывая на высокую вовлеченность жителей ДНР и ЛНР в демократические процедуры. Кстати, кого бы ни пропихнули в президенты Украины, прозрачность и число нарушений на выборах в Донбассе потом можно будет сравнить с аналогичными параметрами волеизъявления пока еще не сбежавших из Шумерии украинцев. Полагаю, что сравнение будет в пользу Донецка и Луганска, а не Киева. Короче говоря, выборы Донбассу нужны, выборы важны, и я надеюсь, что народ осознает это, а потому явится на избирательные участки. Украинские нацисты не получат власть на ДНР и ЛНР силой ни при каких обстоятельствах. Это уже понятно. Но в современном мире силу неплохо бы подкрепить опорой на волю граждан. Такая опора никогда не бывает лишней.